если Трамп не добьется успеха, если он не разблокирует пролив, Мудский пролив, если тогда страны Персидского залива поймут, что Соединенные Штаты не гарант, то соглашение, которое было заключено давным-давно о том, что страны Персидского залива продают нефть за доллары и размещают выручку, на выручку покупают ценные бумаги Соединенных Штатов, размещают их в Соединенных Штатах, тогда уже не будет работать. А если Иран сам возьмет под контроль пролив и переведет, потребует, чтобы торговля была в юанях, то это вот вообще кардинально меняет ситуацию для Соединенных Штатов, вообще в мире ситуацию. Посмотрим, чем это закончится. Дело в том, что мы знаем, что не только Иран блокирует Ормузский пролив, а вот немножечко ближе к выходу к океану, как раз Соединенные Штаты уже устраивают блокаду. Возможно, Соединенные Штаты делали все для того, чтобы пролив был в реальности заблокирован. И когда иранцы все-таки говорят, мы можем не блокировать, Соединенные Штаты говорят, нет уж, блокировать надо, и сами начинают блокировать. Как вы думаете, для чего это делается? Может быть, действительно Иран так и хочет оторвать Венесуэлу, нефть венесуэльскую, вот иранскую, и таким образом влиять на Китай в первую очередь. Возможно, Лавров прав, когда говорил, что Соединенные Штаты хотят сосредоточить усилия на конфронтации с Китаем. Мало волнует Израиль и глобалистов в Европе и в Соединенных Штатах, что выгодно и что правильно для Соединенных Штатов. Они хотят, чтобы Соединенные Штаты по-прежнему тратили силы на поддержание безопасности Европы, защищали Европу и выделяли средства и защищали Израиль. Видим, что Украина вывела целый ряд производств в страны Западной Европы и Восточной Европы. То есть смысл размещать производство дронов, если туда прилетают раз за разом российские ракеты на территорию Украины? Пожалуйста, рядышком совершенно, в 50 километрах в Польше, в Германии, во Франции размещаете производство, и потом туда ракеты российские не летят, а будет готовая продукция поступать на Украину и лететь уже в сторону России. В Финляндии, в странах Прибалтики тоже. Да. И мы видим, что организованы совместные предприятия с Францией по производству ракет. Как говорят украинские источники, они пишут это в украинских СМИ, о том, что сейчас эти предприятия работают, поставляют продукцию. Мы видим количество дронов впервые в этом месяце, которые ударили по территории, по тылам Российской Федерации, было больше впервые, чем количество российских дронов и ракет, которые ударили по территории Украины. То есть это дает результат. Но по той информации, которая размещена в украинских СМИ, они там пишут о том, что дайте денег, мы загружены только на 30%. То есть, читая европейские СМИ, вижу, что они ставят задачу поступления в Украину первых траншах от 90 миллиардов евро не когда-нибудь потом, через полгода, через год. В самое ближайшее время, в начале следующего квартала. Эти деньги пойдут на вот эти незагруженные производства. Там в условиях выдачи кредита написано о том, что они должны осваиваются в основном на территории Европейского Союза. Роботизированная техника, я так понимаю, что будет новым словом, как это говорится, переходом на 6-й технологический уклад и ведение военных действий с помощью искусственного интеллекта, вот той самой системы Палантир, Дельта плана,
или плана Дельта. И вот под это все готовится вот эта самая роботизированная техника. Возможно, 90 миллиардов как раз для формирования там испытательных образцов или там пилотных проектов. Что вы думаете, насколько это реально в обозримом будущем? Украинцы вывели производство в Европейский Союз. Это дает для ВСУ целый ряд плюсов. Во-первых, так как воруют на Украине, вряд ли воруют в какой-нибудь другой стране мира. И здесь надо отдать должное. Я думаю, что надо награждать, конечно, если, то есть когда мы победим на Украине, на коррупционеров украинских мы не будем. Это было бы слишком. Но они люди подрывали обороноспособность Украины всеми возможными способами. Настолько, насколько могли, да? Сколько могли, настолько и подрывали. Но сроки надо будет скашивать. Наказание надо уменьшать. Смягчающие обстоятельства. Воровал. Воровал, да. Даже сильно смягчающие обстоятельства. Хорошо и много воровал. За взятьем. Все украл, все, что можно было, да. Вот. Я хочу сказать, что в этом смысле, конечно, с европейцами, с одной стороны, они, вы очень правильно говорите, будет уклон в роботизированные комплексы, и НИИ будет более развито. Это те же немцы, да, вот программа немецкая по беспилотникам. Мы знаем немецкое качество, немецкую педантичность. Ну и все-таки, поскольку это СП, то воровать столько, сколько на Украине, будет уже сложно. Условием получения денег является все-таки производство в основном в Европейском Союзе. Поэтому они хорошо подготовились, стартовая площадка у них сделана хорошо. Я читаю европейские СМИ. Ни у кого нет ни малейших сомнений, что Мадьяр не подпишет выделение 90 миллиардов евро. Он будет, естественно, занимать позицию, поскольку он правый, он не левый, он политик правый, он будет руководствоваться интересами Венгрии. Он будет занимать позицию, чтобы Венгрия не несла обязательства по этому кредиту. Вы знаете, что там значительная часть европейских стран участвует в этой программе, а есть страны, которые отказались. Да, хорошо, вы не участвуете. В случае, если не получится победить Россию и забрать у нее эти деньги, вот, и которые потом пойдут на компенсацию этого кредита, значит, те страны, которые согласились, будут нести ответственность. Венгрия нет. Мадьяр обещал получить замороженные деньги, которые Европейский Союз обещал в свое время. Должен был перечислить Венгрии, потом за отсутствие реформ судебной там, и так далее, за ЛГБТ, права которых якобы нарушались в Венгрии, за то, что туда не пускали мигрантов. Все эти деньги были заморожены. Мадьяр обещал, что Венгрия эти деньги получит. И, судя по всему, увязали эти вопросы с двумя пунктами. Первый – это 90 миллиардов евро не возражать, не накладывать вето, чтобы кредит от Европейского Союза пошел на Украину. И второе – это 20-й пакет санкций.